Всем привет! Начинаю обзор своей новой посылочки, своих новых инструментов. Это крючки. Я заказала себе крючки в наборе от 4 номера по 10. Номера это китайские. Мы, европейцы, смотрим на низ. Там написано 2,5 мм, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 и 6. Соответственно, здесь 8 крючков. Посчитаем внимательнее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Считаю так хорошо только. И сравним непосредственно с кловером. Если вы видите, сходство заметно. Итак, приступим. Распаковываем слайдер. Это родная упаковка. В этом они пришли. В этом они пока у меня и хранятся. Я их уже опробовала. Так что уже буду рассказывать, исходя из опыта пользования ими. И кловер у меня, он очень давно. Но у меня он один. Именно в таком номере. Я брала его сознательно, много вязала пледов в свое время. И мне он был, ну, скажем так, идеален. По цене сразу скажу, что этот кловер достаточно дорогой. И что меня уговорила, скажем так, да, повлияло на мое решение, чтобы купить этот набор. Кроме сходства, еще то, что цена такая, что один кловер — это стоимость полностью набора. Теперь же смотрим различия. По номерам понятно, я достаю пока все номера, да, по очереди. По качеству сразу скажу, что понятно, по деньгам, да. Кловер значительно аккуратнее сделан. Не надо, не нуждается он ни в какой дошлифовке, ничего. То есть все это условно, ну, это Китай. Да, то есть давайте сразу говорить, это копия, это Китай. И о каком качестве можно говорить, если, да, цена идет 1 к 8. Вот, поэтому будем и судить, что за что мы платим. В данном наборе мы платим за удобство и за расцветку в прямом смысле слова, потому что кловер такой грустненький, темненький, да, и скажу честно, у меня очень часто он теряется, потому как он очень темный, и полы, и пледы у меня тоже в основном все в таком цвете. Мне сложно бывает его просто найти. Ну, это моя особенность и мое мнение. По качеству и удобству работы. Вот эта вот часть в кловере, да, она от скольжения специально под большой палец. Она безумно хороша. Мне очень нравится. Но когда я вяжу не кловером, то есть я вязала вот, допустим, 4. Вчера буквально закрывала дочери на снуде ряд последний. Я закрываю крючком. Мне было некомфортно, потому что мне хотелось, чтобы головка была чуть короче. В кловере же все на своих местах. Не знаю причину, на самом деле, что может быть не так, потому что, может, именно потому, что я кловером вязала, он, если вы обратите внимание, да, я сейчас уберу остальные, он чуть короче. То есть сама ножка у крючка с набора более длинная. И головка крючка, соответственно, тоже буквально на несколько миллиметров она длиннее. Может быть, в процессе я привяжусь, и будет мне и так удобно, и так. Но пока после оригинального кловера у меня, получается, палец держится чуть выше. Вот. И, соответственно, основная часть, основная подушечка, да, она не находится на резиновой накладке, она все-таки держится, получается, за головку. Но если вы никогда не вязали кловером и сразу начнете с этого набора, тем более, если вы человек начинающий, я думаю, это прекрасное решение, именно этот набор. Потому что здесь очень хороший, как по мне, я, честно, не знаю кловеровские градацию, потому что сейчас это все более доступно, да.
И, соответственно, смотрим, что есть здесь. Здесь шаг 5 миллиметров между каждым из крючков, что скорее хорошо, да. И то, что крючки эти разнообразные. То есть по ширине они хороши, по высоте тоже хороши. То есть что еще надо? 8 крючков для старта, ну, это прекрасно. Цена, опять-таки, хороший плюс, потому что я рекомендую покупать более высокого качества инструменты, когда вы уже понимаете, что, допустим, как я, очень много и часто пользовалась этой пятеркой, и она мне нужна была постоянно. Поэтому я приобрела хороший качественный крючок непосредственно необходимого номера. Ну и так как я этим не профессионально занималась, мне этой пятерки очень было достаточно. По отличию еще. Понятно, качество. То есть за что мы платим? Мы платим за качество. Тут начиная от ножек, они такие шероховатые. Видите, у меня даже что-то застряло уже в ручке. То есть немножечко такой разный, очень разный уровень пластика на ручках. Очень разные накладки, тормоза, да. Головки тоже абсолютно разного качества. Здесь идет скольжение. Вы просто не представляете, невероятно скользкий. Но если вы, опять-таки, начинающая вязальщица, и вам просто пока нравится вязать крючком, и скорость ваша достаточно низкая, вы не вяжете на скорость, у вас нету заказов, которые необходимо сдать завтра, в этом наборе вам это будет приемлемо. Кловер, конечно, как у меня муж говорит, вяжет сам. Очень скользкий, очень острая головка, чего нету в непосредственно крючке с набора. Итак, пробуем. Я сейчас провяжу, чтобы показать наглядно. Вот шероховатости на самом крючке они здесь есть. Ну, посмотрим, как они непосредственно на такой достаточно рыхлый. Я начинаю вязать спицами, нет, вяжу крючком. Непосредственно в таком исполнении, непосредственно такой ниткой, я ее специально взяла, где есть и усики могут любые помешать, да. Но пока цепочка набирается спокойно, свободно, без нервов, то есть все скользит. Торможение есть, но оно настолько условное, что сказать, что мне этим крючком вязать неудобно, я пока не могу. Итак, головка. Ну, тут уже чувствуется, что она туповатая, потому что в кловере как-то... Сейчас для сравнения возьму сам кловер. Я обычно вяжу, руки возле тела держу, поэтому на весу мне немножечко неудобно, извините. В общем, в целом вяжется нормально. Не вижу. Петельки получаются достаточно ровные, то есть нету таких сбиваний или еще чего-то. Теперь использую непосредственно кловер. Итак. Ну, скажу сразу. Разница есть. Сейчас посмотрим по тому, как выглядят. Ну, честно говоря, не запомнила. Ну вот, может быть, наверное, это и к лучшему. Так, кловер. Ну вот у кловера как-то даже, обратите внимание, виден хороший переход. Это вязалось крючком с набора китайского, да. Петелечки более толстые, более такие, скажем так. Ну, я думаю, это как раз причина в торможении, да, потому что они подтягиваются лучше. Там, где кловер, они наглядно больше. Вот, поэтому, если вы вяжете более свободно или хотите вязать более свободно, конечно, кловер будет в приоритете. Поэтому, итак, какие выводы? Кому подойдет этот набор?
Набор будет хорошим для начинающих вязальщиц. Для профессионалов он может снизить скорость работы, создания, да, изделия. Поэтому, соответственно, для профессионалов однозначно кловер. Если вы любите снимать мастер-классы или вам, в принципе, нужны какие-то наборы для, не знаю, себя порадовать, тоже набор очень приятный. Цена и качество здесь, соответственно, поданы. То есть те проблемы, которые непосредственно есть, да, в исполнении этих крючков, они приемлемы, они не мешают работе. Поэтому однозначно я рекомендую этот набор для работы. И в дальнейшем, может быть, кто-то мне напишет, как долго эти крючки у него проработали. И обязательно такая вот ремарочка. Такие крючки имеют только ножка где-то до середины. Поэтому если вы безумно туго вяжете, вам такой крючок ни кловерский, ни с Алиэкспресса не подойдет, потому что они вот здесь, в ручке, в пластиковой, они могут сломаться. Кловер есть вероятность, что продержится дольше, но лучше не рисковать и тогда приобретать крючки, которые идет голова и такая же длина железная. Вот, например, у меня уже 6,5-7 крючки, которые цельнолитые, то есть голова и ручка железные. Итак, я надеюсь, что вам обзор был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, ждите дальнейшие обзоры. Всем пока-пока!